Хоба. Идет Хоба. Или не идет? Куда идет Хоба? Как вы думаете? Здорово, алхимик. Здорово. Ой, это меня Троян заразил. Все эти годы я сопротивлялся этому, но нет, я буду сопротивляться этим даровым. Так. Сейчас настройка и настраивается. Стрим настримивается. Настаивается. Привет, Марк, Либерти, Глеб, Скавула, Сундук. Разобрался с кавинами, да. Скавины засели в Adobe Audition. Ну, честно говоря, не то чтобы разобрался, потому что я, сука, и комп перезагружал, и микрофон перевтыкал, потом Audition туда-сюда тыкал. И что-то вроде починилось, но я так и не понял, откуда все равно эти проблемы взялись. Короче, очень странно все было. И винду переустановил, и комп новый купил, и переехал. И в маске стримил. Ну что, ребята, сегодня продолжаем смотреть третий этап. Потных потничей. Аксель сегодня вебку пытался сожрать. Я просыпаюсь утром, он сидит на компе. На системном блоке у меня на столе он стоит. И грызет вебку. Благо за ручку. У вебки есть ручка, которая... Да, не вебку. Короче, вебка стоит на треноге, и у треноги есть ручка такая с поворотным механизмом. Вот он ее пытался сожрать. Утром. Так. Чё там, работяжные драки, да? Начинаем с разминочки. Дорожко, молотаром, Неллат. Мотя, всем привет, ребятки, всем привет. Кто подошел? Если вы подошли, значит вы подходите этому стриму. Сейчас тут я перенастроимся здесь. Пока народ подходит. Здрасте, говорит, здрасте, здрасте. Здорово, Евгений. Так. Это мистер Редплей. С ВВЦ. Только с какой он группы? Не, вебки на стрим не будет. Кот съел вебку. Достижения соло компании никак не влияют на рейтинг ладдери. Нет, это не канал дворфийских. Нет, ну в целом дворфийских хейтеров тут тоже ждем, чтобы их в лицо знать.
Шика там делает фотошопы. Да, турнир непризнанный дворфами, действительно. Сейчас челон же посмотрю, кто там где. Сейчас вы будете слышать, как я ищу. Опа. Опа. Ага, это группа 3. Все. Залетаем. Группа номер 3. Red Play против Броба. Да, сегодня смотрим билдыгу обязательно, ребята. Сейчас разминочная, давайте. Надо размять рот. Так, только это вампы. Это вампуры против огров. Что у нас здесь взято с преимуществом против крупных? Высший вампир не имеет преимущества против крупных, но он просто очень сильный. Потому что он защиту снижает шлемом раздора и нормально попадает. Алебарды есть, копья есть. Баншишечка. Рыцари крови с пиками. Конечно же, преимущество против крупных тоже на месте. Вампы пугают огров. 75 дисциплины здесь. 48. Какой 75? Скорость 75. 60 дисциплины. Пошел расчарж. Сразу скорость плюс атака. Очень зря кавалерия Клыков Скорби здесь решила разменяться с рыцарями крови. Подлетает же сюда лютая стая. Вот она могла бы защитить и впитать чарж. Но огр здесь зря слишком сильно в себя поверил. Естественно, его уничтожат. И мораль ему сломают. Тут хил должен быть еще брошен, чтобы модельки подвосстановить. Саблезубы с их базовой дисциплиной вообще, по идее, не смогут вывозить никак против вампов. Камнерок раздавил всех зомбей, которые вообще были у него на пути. Очень легкое столкновение для вампа. Фланг он перегрузил один. Брак крепко брюх. С хорошим преимуществом против крупных. С чудовищным ударом. Умеет казнить. Имеет ужасную ауру. Кстати, прикольная тема, если бы здесь была не нежить. Снова изи чарж. Сейчас только в спину нужно будет сесть. Залетает стая со спины, впитывает рыцари крови. По сути, здесь сейчас... О, посмотрите, как застрял бедный камнерок. Его просто избивают. Его просто избивают. Здесь даже высшему вампиру драконов крови даже садиться не надо. Здесь уже все выиграно. Разница уже просто огроменная. Против бедолаги. Огры здоровые схавались. Здесь схавается. Естественно, камнерога убьет здесь лорд. Все. Это GG. Противник даже особо не сопротивляется. Поэтому редплею здесь довольно легко победить. Работать хотя... Еще каким-то образом пытается вывести. У него сколько базовый? А, у него 80. Это какой-то огр не огр. У которого 80 базовой дисциплины. Обычно они все трусливые. В итоге 3 отряда 4. 4 рыла выиграли всех огров. Ну. Довольно легко. Идет группа 3. Так, Харныга против... О, тут понабрал. И это... Ух ты! 3550. Ну, колосс на некрофексе Ноктилус нужен против Кавы. Он против Кавы хорошо работает. Потому что пульт... Это точно... А какая? Может, не 3 сейчас.
А, нет, не 3. Это 4 группы, алхимик. Группа 4. Извините, я вас обманул, алхимик бдительный. Здесь мотоцикл. Это группа 4, ребята. Захватывается точечка на изи. Раунд 3, группа 4. Все правильно. Пошло окружение вампира, который стоит. Что здесь будет? Просто додоет по точке? Не, вам пойдет же на точку? А он все снаряды выстрелит сейчас. Он все выстрелил за 200 value. Точнее, половину снарядов слил за 200 value. Даже за 128. Там другие отряды еще набили. Да, я даже не поменял. Сейчас. Хорныга. Против. Вампиротыги. Да, сейчас будет победа по точке. Ждем. Выходит алибарды сюда. Борнгули выходят. И Редплей решил, что нужно время побеждать. Время побеждать. Время заряжаться. Убиты призрачные пушкари. Дробовики стрелять не могут. Но это вообще похоронка. Хоть он и призвал лунные часы. Тут даже в замедленном что смотреть. Понятно, что Редплей просто вперед идя этого противника перебьет. Бедного. Мечом придавило. Вот и размялись, ребята. Не, ну противник не сдается, ему респект. Дрался до конца. Какие шансы у императоров против Хорна, если игрок не на голову выше? Ну, по идее, никаких. Тут нужно реально быть намного сильнее. 2-0, изёвая. Изёвая. Куда вообще я хотел? Пойти. Берс проиграл Кодексу в таком матчапе. Понял. Кодекс. А Берс в какой группе, я забыл? Это ладно. Так, мы смотрели в прошлый раз группу 5, да? О, алхимик, ты даже версии реплеев пометил. Ты вообще красава. Спасибо. Спасибо. Ну вот пока народ подходит, еще чуть-чуть прогреваемся. Так, группа 5, на которой мы в тот раз остановились. Смотрим Сипу. Все, мне продали Сипу тем, что он западный булдыга. Будем смотреть. Сипа Пепитоксио. Ажак. Ажак против Сланеша. Ажак против Сланеша. И Сланеш с приверженцами. Ну как. Так. Что-то интересное. Ажак на Виверне за 1950. Рок и тьма. Ого, слоншитов он будет пугать. Такой план. 62. Но, блин, невосприимчивость к психологии. Так. В чем идея?
Именно заклинание Рок и Тьма против Сланеш. Нет, это билд зеленокожих через кучу юнитов. Может Гарпера отбрасывать, какой-нибудь дешман пробить, фурий точнее. Очень наглое дычало, смотрите, что творит. Залетает в четких пацанов. Включает танец кинжалов. Включает вихрь, накрутила половину пака. Гляньте, какая наглая. Блин, и четкие пацаны стоят 750. Пошла дальше, дычала. Фантасмагория сюда. И сейчас будет удар в псину еще. Пока зеленокожий менял позиции и перестраивался, ему просто захавали кусок армии. Но я бы не сказал, что очень эффективно разменялся здесь Сипа, видите, по вэлью. Все-таки не прям так, чтобы жестко отстает его противник. Вот кабаны столкнулись с тварями, их бутербродят, им очень больно. И пошел разрыв, увеличивается. Булдыгу еще не смотрели, ребята. Опа, обаяние. Итак, Ажал присел. На него накинуто буйство, его базовая дисциплина 72. Его можно пробить. Его пытаются спасти здесь кабаны. Пошел вах. Чародей хаоса очнулся, решил, что ему все-таки нужно драться. Ну, Ажак в хламину избит, конечно. Защита 32, ребята, это вообще что это? 32 защиты. Это по нему будут тычки попадать только так. По-бедному. Сладкая горечь сразу поперла. Ловим. Не отпускаем Ажага. В итоге Сланешит просто пошагово продавил своего противника. Ну вот, Рок и Тьма против Фурии. Только кто быстрее обосрутся, Фурии или Ажак? ХП-то улетает или не улетает? И ничего, его не бьют? ХП не улетает. Очень странная очередь на битье Ажага. Но полоска давит, пошел нарциссизм. Нарциссизм. Все. 1-0. Ажак не совладал. 0 value. 0 value. У одного из орочих отрядов. Так, поезд. А его можно брать? Этот можно. Против ящеров. Против Годзиллы. Поезд против Годзиллы. Да, бой двух легенд, ребята. Итак, язык демона. Рор поезд. Годзилла демона. Дофига зеленокожих. Зеленокожих. Дофига и гномов хаоса, и ящеров. Ну, зеленокожие так-то тут тоже есть, если что. Капдец у них волыны, конечно. С такими волынами и урона 24, но это, конечно, сказки. Там все 30-35 должны быть. С такими дубинами. К нерожденным похер, они хотят драться со сцинками.
Как будто бы, да, ящера-то не вывезет вообще. Фронтлайн. Годзилла что-то стоит, кукует. Не понимает, что сделать. Брошен щит. Годзилла пошла. Обосрались сразу орки-работники. У них нет квалификации на бой с Годзиллой. Но Годзиллу тут все, по идее, будут игнорить. Маг металла Годзиллу никак не поддержит. Нету Бастиладона с кристаллом, который ее захилит. Годзилла обычная, самая дешевая, мораль 65, то есть ее даже бить не надо. Она в конце просто откиснет по морали. Все. Ну, в итоге здесь Сипа просто перегружает фланг своему противнику. Тут тоже значительная разница в уровне, конечно, видна. У ящера особо прям плана нет на бой. Никакого. Непонятно, как вместе должен работать этот билд именно против гномов хаоса. Да, тот факт, что у ящера сцинки-застрельщики стоят позади, уже говорит о том, что это неопытный игрок за ящер. Что они сделают сзади? Или сделают вообще что когда-либо в жизни позади? Даже сцинки-застрельщики, они всегда бегают впереди. Всегда. Ну тут изи победа, ладно, для Сипыги. Он зачистит все. Годзиллу не трогают и Слана. Хотя, может, сейчас будет славная битва со Сланом? А вдруг Годзилла затащит? Начали избивать Годзиллу. Но ее-то хилить нечем. Вот бы как кентавров зря он сливает, конечно, так. В себя поверил вообще знатно. Я не верю, что Сипа может отлетать от... Вот так, от чувака, у которого сцинки просто сами там убегают, а он реально отлетает от него. Ну и ладно, не отлетает, но преимущество не такое большое. Получается, тот человек, который мне говорил, что Сипа это как булдыга, только микро лучше, контролит получше. Врал? Ну все, его заковыривают. Да господи, развалите вы уже эту Годзиллу. С хера ли она вообще так держится? У нее морали нету. Hello. А, все сразу минус 55. Ну фиданул бы как кентавров, да, здесь. 2800 Годзилла. Без прикрытия, без саппорта просто зафармила. 2-0. Ладно. Так, что у нас в пятой группе? Солмер против Назгула. ВМ Солмер, ЦБ Назгул. Так, сейчас мы залетим, посмотрим. О, Маликит. На конях, ну тут 3 этих. Салимер. Понял. Понял, вопросов нет. Так, карта у нас интересная. Билд кайтерско-конный у
эльфа. Малekith на хладном. Сразу заряжается силой тьмы вороны. Тут инвизный людоед. Разведывает все. Все разведывает. Билд увиден. Билд подсмотрен из-за бугра. Огр регенит ветра. И копит. Чё, кстати, по магии? Я даже внимания не обратил из интересного. Быкожор и троллебрюх. Баф и хил. У малого стрела рока. Похититель душ. Будет думболтами шмалять. Ну, кстати говоря, огровского мага, забойщика, можно так-то пробить. Базовая дисциплина 60. Вперед поехали колесницы. Дальность выстрелов 150. Здесь дальность выстрелов 200, кстати говоря. Так что в ответочку тут тоже плюхи сразу прилетят. У ребят серьезная позиционка. Тут даже, блин, как бы не просмотреть все. Опачки, засада! Скорость 95. Нет, передумали. Передумывали. Передумывали. Эльф немного огребает. Бедные саблезубовы. Усиленная стрела рока пошла. Била 2 модельки. Ну тут работяги зря, конечно, вышли вперед. Им сейчас модели все посносят. Это что за 2 микроконтролера? Ух ты, Малekith. Чувствует себя Малусом. Нагло влетает. Ну что ж, у нас здесь 2 потнича. Точку решает перезахватить Солмер. Хотя бы отвечает тут на что-то. Отвечает на беспредел. Только вышли вперед копья ужаса, сразу в горбину понаполучали. Как тебе в ВЦ сильно парни играют? Ну, есть те, кто сильно играет, есть те, кто слабо играет. Новичков много. Потничи имеются. Но, правда, я половину игр не видел еще. Даже большую часть. Кто сильно играет? Булдыга. 0 поражений. Самый сильный. Ворвались саблезубы, на буйстве были избиты в хлам. Неприятно. Из тех, чьи игры сейчас видел, кто сейчас сильно играет? Карадок. Ну, логично, он ЧР выиграл. По Конквесту. Мировой, как всегда, потный. Но репок слишком мало кидают. Сложно обзор сделать. Те, кто сильно играл на ЧР, сильно играют и здесь, из наших. Булдыга говорит, что он краблинга тренирует, так что предположу, что краблинг сильно играет. Краблинг в чате сильно играет. В чате краблинг вообще сильнее всех. Гляньте на этих потных.
Не, ну Карадок хейтер дворфов, поэтому он плохо сыграл дворфами. В целом ожидаемо. Смотрите, как хорошо Назгул играет, а? Что за пот? Очень потный какой-то. Прям хорош. Давит, давит. Что тут вообще по защите? В защите от воздуха все очень плохо сейчас у Солмера. Прям дела крайне неприятно обстоят. Бросается метка для поедания. На хладных. С ними размениваются огры-быки, но пока не очень хорошо получается. Прям жесть, какой расстрел. Так арбалетов еще куча. Но, смотрите, рыцари. Это огры-быки за 550. Не, ну он не просирает магию на думболтах. Он убивает арту. Я бы не сказал, что это просер прям. Модельки-то надо вышибать. Ой, бедолаги. Вот попались, попались. Очень зря попались. Очень сильно хочет убить стрелков здесь. Назгул. Бедные вестники Ворона, они всегда впитывают. Вот они стоят до хера. Их тут сейчас расстреливают, пращники обоссанные. Какой позор. О, тут быкожор. Железнобрюхи не смогли дать чарж. Пошла удаль у эльфа. Абсолютно жив цел забойщик Великой Пасти. Пошел троллебрюх в дорогой отряд. В какой дорогой отряд? Ну да, в дорогой отряд. Людоеды за 1600. Главные кэрри-юниты сейчас ближнего боя. У Солмера. Далековато, конечно, убежал людоед. Но арбалеты остаются. Они могут подрастрелять людоедиков. Малекит дает взрыв. Блин, как ровно идут-то игроки. Как ровно идут-то игроки. Снаряды колесниц кончаются. Здесь железнобрюхи побиты. И побиты сильно. Они не смогли даже себя наполовину окупить. Неприятный исход для огров. Троллебрюх продолжает хилить. Как же жестко он хилит. Как же жестко он хилит, работяг. Это прям смерть. Но, кстати говоря, без снарядов, которые расстреляют людоедов, эльфа могут похоронить. Потому что колесницы в миле против огров, естественно, не вывезут. Малекит хорош, но тут есть и людоед клана Эшен, с которым драться вообще не хочется. Никаким образом. Так могут и голову проломить. Что-то немного плывет. Назгул начал убегать. Кстати, все это время точку контролировал Солмер, да? Да. Кстати говоря, ошибка Назгула в том, что он... Кстати, как правильно, Назгул или Назгул? Я и забыл. Как по Властелин колецному? Наверное, Назгул. Понял. Назагул. Разгул. Назгул преступности. Назгул. Токийский Назгул. Ну а Солмер будет играть от захвата точек, да, от контроля. И логично. А снаряды остаются. Правда, снаряды все еще летят не туда. Не туда, вообще не туда. Потому что людоеды кабину оторвут.
Ну вот кавалерия, ой, кавалерия, копейщики посчитали, что они справятся. Они же антилардж. Но что-то как-то не работает. Арбалеты все еще не тратят снаряды на людоедов. А, вроде начали тратить. Начали, пошли. Пошла бронебойка. Тут, правда, троллебрюх еще один будет. Что крайне неприятно. Но троллебрюх, он же не поднимает модельки. Надо надеяться именно на убийство модели. А, тут еще и расчленение пошло. Кстати, не пожалел расчленения, не стал копить даже на хил на еще один для них. Но тут уже непобедимо у Солмера. Чисто милишная его сила непобедима. Нечем пробивать. Всё. Расстрелять он не может. Пошел чарж людоедов. Маликит в себя верит. Тут троллебрюх работает, естественно, ничем его не пробить. Сумасшедший реген, всех избивают. GG. 1-0. Но сопротивление прям достойное, оказано достойное. Шансы победить были хорошие. Не дожал людоедов. Я не знаю вообще, ребята, про уровень забугорных игроков сейчас. Вот вообще не знаю. Да и наши тоже со времен ЧР-то потренились. Поэтому верим в молодняк. Так, Солмер на вампа-мейнах против Сланеша. Ух ты. Горст. Дабл Варгульфы против дабл Перитонов. Это что такое? Старая имба против новой. Но, блин, вампы не были прям, вот чтобы прям имба имбовая. Она была просто очень хорошо исследованная фрака, которая награждает тебя за микро и пот. За микросинглами, за пот, за терпение. Нет, это старый патч. А, ну ладно, патч крип-хорроров — это имба, действительно. С крип-хоррорами это была жесть. Ну, блин, этот патч чуть-чуть просуществовал. Это не было эпохой. Так много фраг были имбой. Сланеш тогда тоже еще с тех времен имба. Сланеш сколько имбовый? Имба имбой. Вампирская коробка. Вампирская коробка. Банши. Вампир тени. Вампир теней. Так, тут 4 пака ужасов из склепа. 4 отряда ужасов. Перри. Это местные варгейсты.
Защита 28. Больно, тяжело. Вампиртений Карштайнов. Именно так. Окей. Сейчас будет Солмер выдвигаться на точку. Горстыч. Горстыч регенит. Опачки. Попытка выцепить хорроров. Уводят их срочно Солмер. Внутрь. Включилось буйство. Но они далеко не выйдут. Хотя вот тут далековато ушел, мог бы подотстрелять. Еще бы два пака здесь сильно бы напрягли. Но Солмер вводит назад отряды. Здесь реген даже не особо много. Похавали скелетов. Прохавали. Часть коробки стоит в лесу. Что неприятно для Сланеш. Но сейчас будет еще вытягивание. Назгул почти 1000 вэлью набил преимущество. Но мы не забываем, что вамп все еще регенит то, что он теряет. Правда, он потерял немного. Точнее, отрегенил немного, на удивление. Стоим. Стоим, терпим. Терпим. Здорово, краб. Стоим, терпим. Коробочкой. Разница 1000 вэлью. Снаряды сливаются, часть на мышей. Если мыши очень много впитают или хорошо разменяют, это прям будет приятно для вампа. Потому что Сланешу здесь блоб. Именно блоб коробочный. Просто так не пробить. Миазмы, обморожение. Посмотрите, здесь банши сразу набрасывает обморожение. Скорость очень маленькая. И отравление еще. Как же напихали искателям. Краблинг опять пришел срать в чат. Смотрите на это. Старый ворчун. Просто кошмар. Старый рачун. Кстати, а вы знали, что Краблинг, возможно, младший Булдыги? Как вам такая информация? Я просто не помню точный возраст Краблинга, но как будто на год где-то должен быть. Не, ну ментально точно младше. В 2 раза. Он дошкольник. Да, именно так. Тут пока выцепляние происходит, попытка выцепляться, вам просто терпит. Очень смешно. Гениальный детсадовец, да. Из Ван Панчмена этот ребенок. Восемь и 4. Тогда Краблингу здесь нельзя быть. Здесь 6+ стрим.
За мной родители смотрят. Понял. Нельзя. Ох, это классика вампов, ребята. Классическая вампирская коробка. Просто стоим и терпим. Стоим и терпим. Пусть противник страдает и пытается это все пробить. Снаряды закончились. На удивление душная серия. Вообще жестко, пацаны. Вышли на духоте, да. Просто Опачки! Поймали Перитона. Напугали и избили. Базовая дисца 70. Ну ему вообще кабину просто отрывают. Ну и все, вамп давит. Вамп еще отрегенил, посмотрите сколько. Вэлью больше набил слонышит, но на поле боя на 2000 больше у Солмера. Просто потому что коробка. Сильно, сильно. Перитонит, болезнь жопы. Значит, это булдыга. Ой, как же он регенит. Как же он регенит в этой коробке. Боже мой. Как же он регенит. Вкусно. Он просто на 8800. 555. Что-то там 3-5, я забыл. Номер. Вот на этом держится. Забыл номер, ребята. Кому позвонить? Чтобы Вэлью набить. Лучше вампа взять, чем слонешу проиграть, понял? Мне нравится вот этот засадный отряд, который все время стоял. И ничего не делал. На чиле. На расслабоне. (2-0). Но... Назгул хорош. Хорош. Не знаю, насколько он давно играет, уровень хороший показывает. Чё-то я подключился к нормальной игре. Это надо было в начале подключаться. Ща, ребятки, я багинская кофейная бахну. А кто там был? Да там работяги были. Можешь, пожалуйста, говорить побольше аналитики в матче, а то часто бывает, что идет какая-то заруба в одной точке, и мы всю игру чисто ее смотрим. Слушай, какая аналитика здесь? Надо мемы говорить. Хлюпыч, ты ж понимаешь, чтобы говорить аналитику, нужно в игре разбираться. Не то, чтобы я не разбираюсь, конечно. Аналитика в чате, реально. Ты посмотри, там фрики. В целом, я могу... Если действительно от меня будут требовать аналитику, я перейду в режим краблинга. И буду просто говном называть любое действие любых игроков и любой билд.
Ну это вообще фрик-билд, тупость. Говно какое-то. Кстати говоря, сейчас стоит такую игру посмотреть. Но это надо и реплей краблинга смотреть. Ну чё, ребята? Я знаю, что многие из вас уже посмотрели эту игру с комментариями великого вонючего. Великий вонючий отстримил, но я не смотрел, поэтому... Мы будем смотреть Булдыга против Окейна. Знаменитая серия. Итак, эта вражда началась на ЧР 2023, насколько я помню, где Булдыга обвинил Окейна в том, что Окейн это не Окейн, это Алдрик, якобы. А Окейн тогда был новичком, но перспективным новичком. Так, это Норск против воинов Хаоса. Хаваса. Не, он был не как Моффет. Пруфов никаких, что Окейн что-то там такое делал, я не видел никогда. Видел только Булдыгины напросы, и то только от Булдыги. Но вы сами понимаете, что Булдыга это Булдыга. Так что... Legit плеер, Окейн. Оба игрока большую свою известность приобрели за успехи в доминации, нежели за успехи в конквесте. Вот, и здесь сражается Булдыга. Выходит на имбовой Норске. Окейн ему дают контру Хаоса. Не знаю, как сейчас Хаос себя чувствует, но Окейн всегда играл на Хаос фраках. Это его база. В целом. И Норска, он играл Норской, когда Норска была не очень. Сейчас Норска очень-очень. И Булдыга такой, а я всегда норскийцем был. Бхетония? Какая Бхетония? Это говно. Ваша Бхетония. Мы северяне. Не знаю, кто Булдыги здесь билд насобирал. Шмак-чародей металла. Азаза. Азаза, кстати, закупленный. Закупленный прям нормально. Растянутый Булдыга, надеюсь, ему хватит контроля. Вкидывает с собаками. Кстати, по хашкам все очень плохо у Окейна. Это вообще нетипичная битва с Норской. Прям совсем нетипичная. Мне даже интересна идея здесь Окейна в чем? В том, чтобы застанить, наверное, хашки. Застанить и схавать, да? Вся ставка на жестких рыцарей. У нас. Булдыги, тут комментировать нечего, предельно понятный билд. Конечно, здесь новые всадники появились, но это супер классика. 6 хашек, прям классика хаос мирроров. Классическая, мега классическая. Пошел стан. Вот они, стервятники. Стервятники здесь. В стан влетают норскийские волки, которые не могут остановить. И тоже получают в бочину сразу чержигу. Битва в лесу здесь. Бедные волки огребают. Неприятное начало драки. Один отряд был зацеплен, и чтобы его спасти, Булдыга еще пожертвовал бедными волчарами. Хотя, на самом деле, из-за того, что тут ворвались именно псы дешманские, всадникам могучим змея не так уж сильно досталось. Хороший корабль влетел, боевые псы у нас откисли. Сильныга! Сильныга забыл вообще, что такое контроль, потому что все корабли были брошены сюда. Тут как бы на трансмутку еще не нарваться.
Трансмутка скоро будет готова, улучшенная. Булдыга пока ее регенит. Бедные курханцы. Сколько они стоят? 750. Ну, в итоге размен, конечно, непонятно, насколько хорош у Булдыги здесь был. 300 набил. Как будто неприятный размен получился у Булдыги. Вообще очень неприятный. Хотя, с другой стороны, смотрите-то. А, ну пришел Вульфрик за счет корабля. Кораблик у нас разменял все. Разменял вкусныгу. Рыцари продолжают. Весь план Булдыги на бой, который называется «Я каючу и расстреливаю», был сорван одним станом. Все, план отменяется. Новый план. Но в чем заключается новый план, этот мы еще пока не знаем. Хотя здесь раскайт нормально идет. Хашки все вообще ушли отсюда. Стоят издалека, постреливают, пока Вульфрик тащит. Стиркар какой-то сосвинский. Символ порока. А, он будет замедлять. Будет замедлять. Нормально. Сосвинтерский. Пошла попытка завалить Вульфрика. Тут еще одна хашечка своя есть. Держатся грабители. Маг здесь сейчас будет бросать, наверное, трансмуточку. А, нет, не будет. Он потратил магию на раздевание на какое-то. Свиток защиты Вульфрика, правильно. На фоне происходит кайтыга. Ой, больно. Но хорошо держится Вульфрик. За счет свитка защиты его не пробили. Еще на достаточный уровень. Рыцари хаоса застряли, и Булдыга подлавливает. Ой, больно, ой, больно. Кораблик по грабителям. Уже срочно просто выбрасываем. Шухер. Сланышитские менты. Срочно прячь корабль. Главное не там, куда сланышиты обязательно заглянут. Податливость. Больно. Свиток защиты, сколько он там действует? Трансмутка. Вот она. Вот она копилась 4 минуты. 4 минуты копилась. Чтобы вжахнуть красиво. Вот это трансмутка, конечно. Нормально. Сразу хашки сюда набежали. Очень долго копил Булдыга королевскую трансмутку. Хашки остались живы. Булдыге так-то не надо вообще драться Вульфриком. Надо было давно уходить. И все. И просто расстрелять быстрых вот этих псов. Их можно, да, и в миле замесить. И сохранить Вульфрика. Но нет, Вульфрик у нас впереди ходит. Очень-очень хочет огрести Вульфрик, бедолага. Очень-очень хочет испугаться. Хашку тут хавают. Реально чуть копилка не треснула, пока копил. Ну, Вульфрик был заскамлен Булдыгой. Булдыга радостный на трансмутке хотел влететь и победить сразу там же. Но, к сожалению, даже трансмутка иногда заканчивается. Чё там по ветрам магии-то? Ветров магии мало у Окейна. Очень-очень медленно они регенятся. Булдыги до хера стрелков, им только не фидить. Только бы не фидить этих стрелков, и все. 125, кстати. Окейн же добьет. Сейчас же мораль минус будет. Он не добивает мамонта? Он не будет добивать мамонта. 125 хп, чтобы разломать мораль Булдыги. Нет, будет. Будет. Он замедляет его, чтобы его догнали грабители. Но нет, они не заскамят. Булдыга здесь контролит. Уже рыцари все похаваны. Практически остаются только синглы. Не, ну сейчас добьет. Время, правда, теряется. Драгоценное.
В тот момент, когда хашки были именно в драке, и можно было их сильнее пораспугать. Но мамонта добьет, да, заметил, мамонта убил, минус дисциплина. Правда, точка-то не захвачена. Да, точка ничья, ну тут, ребята, вообще... И это два доминатора крутых. Да? Я вам напомню. Впитывает жестко здесь. Стиркар. Булдыги снарядов еще нормально здесь, как будто бы. Хватает. 5 залпов. 5 залпов по пехоте. Грабители нормальные, прям с преимуществом против психологии. Самое то. Правда, тут ужасающего... и ужасающий вид есть. Но это прям имбовая, конечно, тема. Вот эта херня, что у нарскицев, что у слонышитов. Такой полом, я считаю, на дешевой пехоте. Прям жесть какой полом. И это прям сильно. Вот кем пугать? Булдыга регенит ветра. И ветров еще хватает. Здесь пытается Кейн распугать всех в хламину. Вот грабители разбегаются. Тут впитали всадники хашки. Эй, какая потная катка. Я представляю, как играл Булдыга здесь. Это правда. Самое легендарное, это, наверное, было бы видеть комментарии Булдыги от первого лица. Вот на это. Это такой пот. Такой потныга. Идем прям через диски. Что может пойти не так? Ну, я не знаю. Что-то все-таки неприятное случилось с дисками. Почему-то. Точнее, не с дисками, а с конями. Капец. Какая аналитика срочная. Моя аналитика заключается в том, что преимущество к психологии — лютая вещь. Лорд умер давно, Азазель здесь не напугает, и что Булдыга накопил на трансмутку. И что Акейн дал Булдыге накопить на трансмутку. Здесь должна быть похоронная трансмутка, я ожидаю, которая Азазеля просто прикончит. Причем он сейчас накопит на улучшенную. Я, правда, забыл, сколько она стоит. 26. Булдыга сидит. Сидит. 25. 26. Трансмутка есть. Азазель летит. Ждем. Я просто не представляю, если не трансмуткой, то чем здесь убивать? Только она решит. Пошла фантасмагория. Летит Азазель. Пошел Стиркар. И пошла трансмутка. Успеет? Долго рожал Булдыга, конечно, трансмутку. Очень долго. И похороночка. И похороночка. Ой, как больно. Ой, как больно. Ламину избили, бедолагу. Маг вернулся сразу. Стиркара порвали. Сразу полоска передавилась. Да, он действительно держал интригу. Но это было буквально на последней секунде, как будто брошено. Еще ржавую чуму смог кинуть. Ну и все. А работяги-то? Работяг-то не напугать. Азазель, бедолага, без брони. Ему капздец, еще и хашка вернулась. Азазель испуган. Как близко. Ну это вообще что за невероятная игра? Что за невероятная булдыжная игра? Ну копить трансмутку, иметь ее в руках,
И чуть было не просрать, потому что еле успел ее кинуть. Это прям мощно. Хотя Стеркар еще может вернуться на самом деле. Какой пот. Прячемся в лес. От дисков. От Стеркара. Что за жесть? Что за жесть? Пацан... Все, это сила булдыги. Это лес. Мододел, не мододел, а автор карты, который поставил лес рядом с точкой. Краблин кинут, он кинул на ласт секунде, чтобы Азазель успел сесть. Это гигапотныга. Все, хорошо, вопросов нету тогда. Серьезные дяди говорят, что я не прав. Тогда беру свои... Приношу публичные извинения перед булдыгой. Это гигапотныга. Кружок с извинениями — это аватарка булдыги. И все, стоим. А чего ждет Азазель? Очень повезло, что нету ни одного боевого заклинания здесь. Вся победа держится на вот этом мужике. Все шансы на победу Окейна. Вот на нем. Ему вообще в драку нельзя вступать. Ждут стамину оба. Ну вот этими разве что, да? Стамину. Стеркар-то не должен в бой вступать. Если он отступит, то точку не перезахватишь никогда в жизни. Летуны ж не захватывают точки. Пошел, пошел. Крадется. Крадется, работяга. Да, если бы было какое-то боевое заклинание, конечно, кобздец был бы булдыги. А, окей. Я не думал, что стамину можно так быстро зарегенить. Нормально. Да, мораль, что важно для обоих, это правда. Но булдыга не только стамину регенит, он-то ныкается в лесу еще. Пошел бутербродень. Решает не тратить здесь заклинание Окейн. Пока что. Бросает фантасмагорию, пытаясь поймать булдыгу в ловушке. И ловит. Обосравшийся Стеркар убегает. Минус дисциплина. Но чаржа нет. Чаржа нет, ребята пока живут. Стеркар, ты чё? Ты куда? Ты куда? Это риск? Это риск. 4 дисциплины. 10 дисциплин. Отступает. Минута. Деф это да, но он же подустанет. Нет? В бою. Мимо бомбы! Бомбы мимо! О! Это что? Так, где у булдыги отряд? Этот отряд должен спрятаться просто. Булдыга уже не проигрывает. Ему нечего сюда в драку даже идти. Точку уже никто не захватит. Булдыга хочет по полоске слить.
Как же полоска держит булдыгу. Как же она его держит. Семь секунд, 6, 5, 4 секунды. Ну это, конечно, это легендарный сильныга. Самое удивительное, что он не ливнул. На самом деле. И каким образом булдыга верил в победу. Вот это самое удивительное. То, что булдыга не ливнул. Нельзя ливать. Но близко. Круто, конечно, подрались. Круто. Пахнет пирамидой. Можно пока кофейка попить. А булдыга ли это был? Ну, по игре хашками. Наверное, булдыга. Там в чате Шкет писал какой-то, что ему Тури нравится. Если забанишь пермачом, задоначу 1000 рублей. Может публично извиниться и пойти смотреть Чрыблинг. Пацаны, срочно создайте фейк-ак, похвалите Турина, я вас забаню, залутаю косарь. А кто писал? Булдыга писал? Сейчас бан дадим. Не, ну это сильно, сильно. Не пон. Вот это грязныга. 2 джонки. Булдыга мне еще до 3-го раунда, наверное, на 1-м или на 2-м раунде в ЛС писал, что админы забанили баржу, а 2 джонки, которые стоят дешевле баржи и сильнее разваливают, не забанили. Не, ну метыга вообще жесткая. Это жесткая конформыга вообще. Играем по максимальной мете. Ой, я хорн поставил. Это же катай. Опять коробка. Типа как... Я вот на это смотрю, как будто это ленды. Ленды времен релиза 3-й Вахи. Для психов. Только тут еще должны быть несокрушимые таракоты. Понял. Итак, 2 небесные джонки. Есть. Лонмы крутые. Есть. Их прикрывают ворона-люды. Хил имеется. Дробовики, которые прикроют воздух, имеются. Ракетницы душат. Хоть и огненный урон. А, нет, не огненный, вру. Это взрыв без огня. Жесткие катайцы, конечно, придумали. Не настоящий огонь. Огненный, да? А, я не посмотрел. А, эффект здесь же. Прошу прощения, да. Эффект же здесь. Все, тогда вопросов нет. Все нормально. Ну, адские волынщики вообще способны джонку небесную перестрелять? Как будто слишком долго расстреливать. Это такая туша неприятная. Такая туша. Что? Это ракетницы будут по сектанту стрелять? Ну-ка. Очень круто. Очень круто. А тем временем... Ух ты, тем временем тут вообще ужас какой-то творится.
Сука. Просто всех стрелков расхерачили. А вы говорите, не булдыга. Вогнал в ужас. Это был предупредительный. Жесть какая. Что творит эта адская волына? Пока план обороны не работает. Валька, конечно, жизнь испортила. Сука, какие же это психи. Как же они лупасят пехоту, которая плотно стоит. Да, я понимаю, что пушка не против шаров. Просто она по шару, по-моему, пальнула. Поэтому я и спросил. Нужны ли эти попытки? Да что такое? Какой дэмэдж? Просто ужас вообще. Сука. Сейчас все уйдут по одному просто. Уже никто здесь стоять не останется. Смелые до первого удара по лицу. Во второй вахе такую пушку. Ну все бы играли только за эту фраку или банили только ее. С такой пушкой. Да, во второй вахе Хорн только вот этот один юнит есть и все. Все мимо. Сука. Ого, какой кошмар. Сука, что за жесть. Копье. О, ну тут, конечно, копье на шару. Поверил в себя Кейн. Немножечко булдыжнулся сам. Не, ну он давит булдыгу по морали. О, Мяуинь. Не боится. Она же еще несокрушимая. Она здесь, подождите, она здесь несокрушимая же? Ладно, сокрушимая. Это в компании она разгоняется. Ну, довольно высокоморальная. Хорошо! Вот это важная веха в истории булдыги. Он сел убивать пушку. И Акейн, кстати, вообще никак не охраняет. Вот Валька могла бы тут тусить на самом деле. А не вот здесь с воронами драться. Как будто бы. Потому что эта пушка просто выигрывала Акейну игру постепенно. Шаг за шагом. Шары истощены, да. Так, Валька включила щит. Пушка избивается, никто... Вот бы был юнит, который бы наказал. Даблхашки очнулись. Но тут как будто бы Акейн больше ошибался. Не прикрыл пушку. Так и хашки здесь могли помочь отгонять. Ну, они для этого нужны, чтобы драконицу отгонять хотя бы. И Валька. Валька в итоге избила бедных ворон и людей, которые... Что сейчас сделают? Ну, типа, чем они сейчас опасны? Больно? Ну, или как Краблин говорил, да, подсбить. Тут Акейн. Может, он на тильте просто после прошлой игры. Против Сильныги лесной. Окончательный вердикт. Но в упор, конечно, ракеты стреляют больно. Это прям жесть. Хашками просто так к ним не подойдешь. Лон спокойно себя чувствует. Булдыга тут уже переваливает. Ну тут вообще ГГ. ГГВП. А, ну тьфу ты, прошу прощения, это из-за Мяуинь разница. Все.
На самом деле здесь на 2000 меньше, но все равно разница большая. На самом деле, видите, это все трюк. Мяу-И не превращается в драконицу. Она врет. Она кидает дымовую бомбу, прячется в траве и выскакивает настоящая драконица. А потом наоборот. А настоящая Мяу-И все время в траве бегает под ней скрытно. А потом они меняются. А драконица под землей ползает. Value вам все доказывает абсолютно. Так что все претензии китайских правителей, то, что они якобы по крови драконы, это все обман крестьян. Чтобы те подчинялись. Драконица. Нет, драконица. Это прекрасный город, там лазурное побережье. Драконица, понял. Ну тут победа, все. Драка в Итце. Ну, к сожалению, здесь мы драку в Итце не увидим. Но здесь уже Акейн сам себя переиграл. Понял. Ну что, поздравляю Булдыгу. 2-0. Надеюсь, он деньги Архану перечислил. Что тут больше, анлака или скилла? Не, ну скилл есть, конечно, из стороны Булдыги. Ну просто во второй игре какой-то явный тильт от Акейна уже пошел. По ощущениям. Не, ну вы бы, если Булдыги проигрывали, вы бы не тильтовали, ребята. После такого луза ваху удалять. Булдыги проиграл. Булдыга это тролль, а Краблинг это обила короны Трога, которая делает мораль несокрушимой. Во второй игре на корне Булдыга пишет: нет шансов по билду. Я даже не начинал хилить особо никого, фулл мана, а уже билд закончился. Интервью сразу, вот так. Не, ну Булдыгу поздравляем. Кто, если не он? Чемпион от народа. Самый популярный игрок ВВЦ. Бугры даже не знают, что у них играет самый популярный игрок ВВЦ. Они думают, что там какой-то Интисити, там Кракен Кинг, вот это все дела. Но Ракен Кинг наш, народный, находится в 6-й группе. В 2 матчах 3 победы. Ну, бывает. Булдыга. В 6-й палате, да. Легенда.
Делает вид, что не видит. Что? Ну, Ракина у кого-то украл. Ну, простите, это очевидный слой, его надо было снять. Что за группы такие на продленке? Да. Краблингу дали 13 лет, да. Но интернет провели, поэтому он сидит тут и гадости пишет. Шутки про 3.0. А. Ну, я заметил, когда в чате... Я ж в чате это заметил, я ж не сам посчитал. В чате написали. Поехали дальше. Смотрим матч потенциального. Я не знаю, я просто еще не видел, кто там в 4-й группе. С Булдыгой будет играть. В 4-й группе, блядь. В 4-й стадии. Булдыга же теперь... Булдыга пошел завоевывать другие группы. Вы знали? Он напал на соседнюю группу. Mirror RTK. Мы посмотрим Mirror RTK. Булдыга, только 1,5 часа стрима прошло. Еще целых 15 минут есть стрима. Успеем все посмотреть. Да ладно, я шучу. Больше есть. Есть 17 минут, ребята, не бойтесь. Так. В этой группе пока сидим. Мировой против Форсонга. Знакомый билд. Это выглядит очень сильно. Если бы Маликит еще пеший, было бы еще круче. Это игроки оба 2-0, если что. Так. These helpless fools will soon cower in fear. For who could stand against the oncoming tide of death itself? А, нет, не на драконе. Маликит затаренный. Серьезно? За 2900? Я только на цену внимание обратил, подумал, что Маликит у нас на драконе. А он нахуй. Да. Не, ну выглядит, конечно, сильно. Шансы имеются. Нихуя. Работаем. Работаем. Сейчас все сделаем. Это проклятие краблинга началось. Мировой, наверное, охерел от такого мува. Булдыга пишет ХЗ. Шо ХЗ, Булдыга? Я тебя ничего не спрашивал. Но подойти все равно тяжеловато. Но действительно, не рассчитал, кинул на ход ноги. Тут вон даже Мировой немножечко больно впитал. Вот это опрометчиво. Вот это что это? Что это? Что это? Куда это? Пацаны. Вы зачем это делаете? Вы зачем это делаете? Вас же заскамят. Вас же расчаржат. Пишу X3, чтобы ты ускорил. Но ты же написал один раз. О! Чарж. Это байт на чарж черных стражей. Тут почти крестом стоят, ребята. Опачка, Лазар. Опачка. Опачка. Нет!
Лазерная эпиляция кожи и плоти. Чего только не делают женщины для того, чтобы быть красивыми. Новая мода нульна. Но это Джужумба. Тут все. Изи для мирового. Даже удивлен, что каким-то образом еще держатся ребята. Да, если бы Булдыге этот противник попался, он бы, наверное, радовался. Но, к сожалению, здесь кайфанул именно мировой. Мировой просто одной рукой выигрывает, тем временем Булдыга потеет, прячется в лесу. Контролит игры по 4 часа. Вот и сравните уровень. Мировой просто вышел, победил с пилом. Вот это скилл. Так, у нас здесь Скарбранд. Чё с игрой? Мировой просто разнес мгновением руки противника. Да. Противник, как и у Булдыги, вот здесь у них 2-0, и здесь 2-0, да, в группе. И Булдыга тоже 2-0, 2-0. Да, он фризером в Маликита дыхнул, и все сдохли. Опять 2 хорн. Да я не знаю, что это жмется. Жмется само. Жмется само. Хорныга идет. Скарбрандыга идет. Уворачивает все еще снарядов. Вот Булдыга говорит, что это нубас. Посмотрите, он от грома увернулся. От ядра увернулся. Скарбрандом. Вообще на изи. Тут еще и Коронак был. Коронака отпиздили. Ну ладно, бывает. Подворотни где-то захуячили Коронака. Ну бывает. Пес кинулся, его пристрелили. Скарбранд тоже идет. По билду Коронака идем. Посмотрите, насколько мировой мощныга. Смог бы Булдыга против Окейна такую разницу сделать? Все, пошел в лед с Скарбрандом. На полной мощи. Похер на пехоту, на всех остальных. Влетаем. И включаем рейдж. Мужики пса не видели. Ой, ой. Ну все, победа за 3 минуты. А мировой побеждает быстрее, чем Булдыга копит на трансмутку. Вы понимаете? Показал стиль. Булдыга на трансмутку копил 4 минуты. Мировой победил за 3:30. То есть Булдыга бы даже не успел на трансмутку накопить. О чем и речь, ребята? Не, ну это сильно.
Окопил новичка. Да, видите даже. Просто затащил. Тупые цифры. Это... Это речь Булдыги после игры с этим. С Чоузеном. Булдыга мне накидал, что я набросил в ЛС. Я никогда не набрасываю, ребята. Неправда. Неправда. Так, а где Mirror РТК проходит, который Булдыга хотел посмотреть? Это какая группа? А, так, Speed Enjoyer. Это алхимика игра. Ага. Ша. Но я твои реплеи, зараженные рыбинским вирусом, качать не буду. Я лучше у алхимика заберу. А то тоже в лесу буду потом прятаться. Так, Mirror РТК Булдыга говорит. РТК это забугорный клан, Ростелеком. Друзья Булдыги. Этот человек знал, каким будет патч. Атак Speed Enjoyer против Нави. Сильно. Так, ну билды мощные, мощные. Трок. Против душнины. На хай-эльф. Ну, карта, правда, не душная. Теклис. На коне. За 1550. С сеточкой. С возрождением. Со стаей. Угу. 4 пака ступающих в тени. Тут человек собрался играть коробкой против толпы лучников. Ой, бедный. Ну, пожелаем удачи. Этой коробке. Так скажем. Выстоять. Коробка на Норске против хаев. Против хаев. Сразу сетка пошла. Вот он, в себя поверил. А этот просто застрял в пехоте, дурик, и не смог кинуть сетку. Бедный Теклис. Демону Фемиров пальнули. Он застрял в пехоте. Ух ты, стая, пошла фармить. Пошла жара. Пошла жара. Пошла жара. Big move, реально big move. Dreaded просто move. О, Трок хочет сетку. В этот раз он не застрянет, верим? Трок под сеткой. Под чем Трок? Посмотрите, он не двигается, смотрит на небо. Он под сеткой. Вульфхеднар его защищает. Босс! Я вас прикрою, босс!
Босс, нет, он хотел, чтобы босс его прикрыл. Босс, я вас прикрою! Смотрите, плащ расстреляли Трогу. Смешно, что у Трога, когда он поворачивается боком, плащ считается за текстуру и наносит урон его хп. А вы думаете, плащ это просто кожа отслоилась? От спины. Не, ну вытерпим. Это лес силы, в котором победил Булдыга. Это святое место скилла. Если здесь стоять достаточно долго, то победа придет. Надо просто выдержать. Ну вот видите, в лесу уже не так больно. Еще одна сетка. А выйдет ли Трог защищать собаку? Когда Трог попал в сетку, собака закрыла его своим телом и спасла Трога. Но когда собака попала в сетку, Трог просто отвернулся. Он даже не протянул руку, он просто отвернулся. Да, делаем яичный тикток на вот эту херню. Вот и все. Вот и защищайте Трогов потом. Если в чате есть собаки, не защищайте Трогов. Мужики, не надо. Пока держимся. Проклятый Теклис ворон натравил. Боже, какой кайф. Музыка, мне нравится музыка. Подстояние. Представляете, под такую музыку просто стоять. Стоять, когда тебя хуярят вороны, стрелы падают. И ваш нарскийский оркестр, который вы привезли из своей деревни, бряцает такой эпик. Как он фармит. Как он фармит. Смешно, что Трог отрегенивается и Вульфхеднар отрегенивается. Уже 700 рублей отрегенили. А стрелы скоро закончатся. Теклис не жмет меч, поставил, да вроде нормально. Эльф наконец-то понял, что ему надо экономить стрелы вместо того, чтобы выстреливать их в лес. Сильно. Это правильно. Фармим копим. Фармим копиум. Ребятки. Воины Фемиров. Нифига они там доспехи разогнали себе. Нормально вам. 130 доспехи. Скоро Нарскиец выйдет. Итак, Нарскиец пошел. Сможет ли эльф это расчаржить? Пошла чержига в спину, пока Фемиры далеко. Замедление в драконов.
Окей. Теклис аж заговорил. Аж заговорил. Ну, собственно, остались стрелы, которые должны быть слиты в фемиров. Ладно, грабителей подрастреляем последний. Хотя их как будто можно было и зачаржить. Наверное. Посмотрите, сколько стрел схавали. Почти на 2000 рублей стрел съели Трок и собака. И Вульфхеднар. Больно. Неприятный размен. Так они еще сейчас принцев драконов на 2000 похавают. И здесь застряли. Если эльф проиграет, я охерею. Если эльф проиграет этот бой. Но он не должен проиграть. Потому что воины тени еще в миле хороши. Как бы... Не забывайте, что эти работяги отдохнувшие. Кабины в мили нормально размазывают. Не, эльф не победит. Не будет такого. Это вообще какой-то... Это был бы жесткий ужас, если бы эльф проиграл. Ну, короче, Нарскиец простоял. Я стоял, меня ебали. Дважды. А по игре не знаю, что сказать. Смотрим дальше. Навигатор психопат кидал кривые маятники в Сильверинку. Нормально. Все как и задумано. Так, слоны Шига против Дарков. А, они поменялись. Господи. Понял вас. Теперь навигатор здесь. Так. SL. Где? 1-1? Где 1-1? А. Знаменитые лесные твари. И вот Булдыга не боится в лесу жить, когда там такое ходит. До Булдыги такие твари по лесу не ходили. Дабл Ассасин. Магия тени. Причем такая очень бюджетная магия тени. Магия толкай тени. Очень смелый высший чародей. Конечно. Не испугался, не испугался. Просто размен. О! Просто размен. Жесткий размен. Твари опомнились. Но эльф, короче, решил вообще не тянуть кота за хвост. Вмазал в мордас с разгону со всего. Только вывезет ли? Повязаны грабители. Да, вообще забавно. Эльф взял 2 ассасинов, чтобы... Они ничего не делали особо в этой драке. Ой, как же терпят рыцари на хладнокровных.
Сланеш. Ну, хотя ладно, тут не full мили билд. Тут вон приверженцы с арбалетами. С хорошими статами, кстати. Пехота застряла, пошла удаль, но главная проблема эльфа в том, что он просрал самые важные отряды. Рыцарей на хладнокровных. Рыцарей на хладнокровных просрал. И это крайне больно. Ассасины... Нет, без шмоток. Голые ассасины. Забавно, что еще вот этот фланг перегружен жестко. Прям жестко перегружен. А на всех других точках соприкосновения просто сдохла дорогая кава. Зато тут блоб пиратов. Мы, пираты, ходим толпой. Мы поддерживаем друг друга. Маг чуть не фиданул. Бывает. Но слоныши-то можно немножечко фидануть. А вот будь сейчас кава жива. Бегаем, мужики, бегаем. Бегаем, мужики. Твари всех хавают. Твари все хавают и хавают. Хавают и хавают. Ух ты, какой чарж. Как больно. Это что за ужас вообще? Какой кошмар. О, вот это разгром с фланга. Работает, конечно. Ассасин соло фидит. Да уже похрен всем на ассасина. Тут твари всех захавают. Джуджумба. Да, действительно навалился в лицо, только немножечко кривенько. Слонышит победил при драке толпа на толпу. В целом неожиданно. Согласен. Так. Понял вас. Мощный билд. Вообще мощный билд. Ладно. Это у нас БМ. Булдыга-люды. Против демонов хаоса. Демоны Хаваса. На мизерном в плане количества. Затаря. Возвышенный хранитель секретов. С преимуществом против крупника. С возможностью задержать противника. Голубые ужасы. Жабы спрятаны. Это ядро билда. Главный секрет, главный козырь. Играли в среду этот бой. Сейчас все будет. Да, засунул в подкрепу. Носитель заразы ни по кому не стреляет особо. Похрен. Стрелять будем? Опа, жабы показались. Жабы здесь. Здесь все. Пошла фантасмагория. С одним паком тварей наперевес. Понял?
Хранитель. Он реально пошел секрет хранить. Пацаны. Секрет будет храниться только если в живых останется лишь один знающий этот секрет. Поэтому все остальные должны сдохнуть. Поэтому он ушел от армии. И сейчас ее просто убьют. Надежно, надежно выглядит план. Голубых захавали. Слонеш через кайт. Я уже устал бегать, бедняга. Я тут устал летать. Опа, фантастомагория. Перекинул. Вот это неплохо. Неплохо. Он реально до сих пор не стреляет. Это демон из Слонеш. Но он не дерется. Он не дерется. Ладно, теперь дерется. Сетку не нажмет. Нажмет сетку. Сетка не работает. Теперь нажал. Нажал сетку. О, сетка в деле. Битва жаб, толпа на толпу. Главное убежать подальше. Главное не дамажить. Главное его не дамажить. Сетку нажали, все видели. Он честно пытался. Жабы, кстати, нормально тут кабины разрывают Кентигором. Твари просто схавали. О, он стрельнул. Что ты, Булдыга, говоришь, что не стреляет? Все нормально, пальнул. Но пошел в мили. Работаем в мили. Так, тут всю пехоту сожрали. Жабы сражались как могли. Ой, как же сладко унгоры сейчас фармят вэлью на кипере. Как вкусно они окупились за 2 залпа. GG, зверолюд победил. Невероятно. Не, ну сильно. Соответственно, атак Speed Enjoyer. Противник Булдыги. А представляете, Булдыга сейчас проиграет ему. Булдыга, надо считать своего противника самым сильным в мире. Будет смешно, если Рафлан поиграет. Всем, кроме Рафлана, будет смешно. Так. Что у нас из интересного? Репа, кстати, маловато. Понял, группа 8 просто репки не скидывает. Вообще нету за раунд 3 в группе 8 репки ни одной. Да. Да. Да.
Страшно. Так, ладно, группа 7. У нас кто там есть? Группа краблингов. ODM Flower. У него же 2-0 было, да? Насколько я помню. Значит, его противник тоже 2-0. Ну, булдыга. Проиграть всегда можно. Всякое бывает в жизни. Так, слонышига против 2 горгонов и бармазмея. О! Это нормально, работаем. Так. Вот это бригада. Вот это братва. Вот это братва. Жалко, что тут хашки, конечно, душные. И сетки нету. Да, реально лесная братва, но не в лесу. Удивительно, кстати, что зверолюд не решил в лесу стоять. Там бы его синглы вообще кайфовали. Они же дебафов не получают. Что-то не то идет. Что-то кто-то хп хавает. Хороший выбор. Ну, Слонэш должен пойти, короче, ларжовыми юнитами. И тут 2 горгона такие. Хобба! По-моему, план нормальный. Ой, больно. Ой, больно. Ой, больно. Жаржончик даже зарядиться нормально не может. Он играет на 1% силы. Горгон. Ему не дают показать. Здесь 4% силы. Работаем. Кентигоры стали податливыми. Со слонышитами это очень опасно. Жаржончик впитывает. Пьяница на месте по карте. Сука, как смешно. Просто сумасшедший старый ворчун в чате сидит на твиче. Чисто огр. Огр на болоте. Бедных кентигоров убивают. Разница в value всего 2000. Сейчас, если зверолюд задумал камбэк, то сейчас самое время. Да, корабли? О, это лесные горгоны. Они вернулись из леса. Это лесные горгоны. Лесные горгоны победу превращают в камень. Пьяные лесные горгоны. Ну вот, Краблин, говоришь, зачем? Вот это состав армии. Все остальные, посмотри, сдохли. А эти живые. Какие у тебя еще вопросы? Все остальные бесты сдохли, кроме этих. Наверное, поэтому? Не согласен? Умничает он, сидит.
А горгоны живут. И тащат. Больше горгонов, больше бигмувов. Именно. И поэтому они двигаются. Они мувят. Податливый бормозмей. О, пошел в драку Азазель против бормозмея. Горгоны, спасайте. Спасайте порнозмея. Они стоят. Ладно, они дерутся с конягами. Этот даже меч нормально реализовать не смог. Вот он последний. Финальный ласт-стенд. Вот они, герои, когда все остальные пали, они втроем спасают зверолюдский лес от проклятых дрочил. Лес весь в шприцах, в порванных бычьих пузырях. Мы за чистоту леса. Сядешь посрать, в жопу шприц втыкается. И пойдет. Обернешься, это твоя рука шприцы держит. Нет, горгон! Он умер. Этого, посмотрите, его огнетушителем только что тушили. Духами его пытаются отравить. Газами травят. Все, реплей сломался, но зверолюды не проиграли. Но мы засчитаем победу Слонешиту, конечно же. Ой, это не тот счет. Это вообще кто играет? А, это же 1-0. Это прошлый счет. 1-0. По мнению Краблинга, супер близкий бой. Смотрим дальше. Да, они, смотри, Краблинг, они даже вэлью набили больше, чем остальные. Какие вопросы? Я не понимаю. Ты шо гонишь? Ты шо гонишь? Какие вопросы? Второй бой. Еще Слонеш, но мы не можем этого пропустить. Это демоны вообще. Это демоны. Это демоны с многонациональными фуриями. Фурии всех стран, объединяйтесь. Это космополиты. Vengeance and fury. Демоны-глобалисты из Блэк-Рока пропихнули своих фурей разноцветных по квотам обязательно. Чё за лорд? А лорд-то это Геральт Слонеша Шэдоу. С ямой теней. Сразу, посмотри, колесницы наказаны. Колесницы были наказаны моментально. Вот это чарж. Вообще безумно. Игнорим все. Игнорим все. Мы взяли след. Лучники. Похер на них. Давим. Дави, тварей. Ты мне сигналил, сука. Чё сигналишь? Чё творят? Посмотрите. Давим медузу. Не, ну это жесткий врыв. Эльфы немного окосели от такого.
Ё-моё! Это мощно. Мощныга влетела. На ход фурям своим. Тут чуваки просто стоят пока. Отдыхаем. Мужики, там что-то происходит. Да я ничего не вижу, вроде что-то летает. Но сигнала к атаке не было, пока стоим. А вот, сигнал к атаке. Теперь можно. И реплей. Опа, маратьку зажали твари. Эти тоже когда-нибудь дойдут. Голубые ужасы маршируют по главной улице. Все в соответствии с глобалистами. Правда, долго идут. Ну, кстати, посмотрите, как напал хорошо. Вот вы смеялись. А он-то кабину разломал. А он-то кабину-то разломал. Правда, все сдохнут скоро. Просто вдавил в мордяру. Торпеда летит. Непонятно куда пока. Оператор спутника меняет позицию. Обманул, вот сюда прилетела торпеда. Или это медуза навоняла? Вот так вот. Обман систем. Сливаем лорда. По вэлью сравнялись. Лордильда откисла. И что-то пошло не так. Но чардж был хороший. И ливнул. Два 2-0. Понял. Там тем более я слонэш поставил, это не слонэш. Хорош. Репка багнулась. Да? На самом деле он победил? Но шансы были хорошие на победу. Чардж в лицо был крайне сильный. Очень больно. Ну, учитывая, конечно, какая пехота была у эльфа. Фронтлайн против вот этого. Это вообще просто... Его снесло. Сильно. Все. Да, если бы еще пету нормально кинул. Ну вот так. Этот биг Керту немножечко не биг получается. А кто у нас еще из важных-то есть? Бумажных. Варгот был, да? Только я не вижу ни хера его игр.
А, красава, он один реплей залил. Или... Они бы один сыграли. Ладно. Кто такой Блэкс? В группе есть китаец. Ты из какой группы, Эндрю? Так у Варгода 2-0 просто краблинг. Мистер Перфект Эндрю. Да, можешь скинуть. Блэкс. Есть Black U, а есть Блэкс, да? И чё, из какой группы? Бле-бле. А, это группа номер 7. Это который с Альбериком играл. Из борделя. Мистер Перфект Эндрю. Или Перфект Андреев. Ты куда реплей скинешь? Но если ты в Дискорде есть, ты можешь диск кидать. В чатик не получится. Если ты в моем Дискорде есть, то ты можешь кинуть в реплей для хаты, в реплей для каста, в офф-топ, мне в ЛС. Пацаны, нам нужны шпионы в каждой группе, чтобы реплеи отгружали. Скидываю официальную группу в Макс. Ой, смешно. Ща, пацаны, реплей. Договорился тут по своим по каналам. Я чел авторитетный, сейчас реплеи мне подгонят. Везде есть свои люди. Позвонил тут, вопросики порешал. Шпион в админах есть. 2 шпиона в админах есть. Но они очень узкоспециализированные. Шпионят. Так, ну я увидел, что ты скинул. Это очень мощно. А, ты не смог скинуть. Да? Сейчас. Можешь попробовать еще раз. А я думал, ты сумасшедший. Он просто написал букву В. И все. Я думал, вот он, мой зритель, типичный псих. Спасибо. Спасибо, Перфект Эндрю. С аватаркой Абобы. Точнее, не Абобы, ну, Абемы. Смотрим. Реплей называется Диюба.
XLS Манто против китайца с неизвестным ником. Вот это мощь! Вот это мощь! 4 мортиры с кораблем! Работаем! Сюда! Наконец-то скиллы. Четыре мортиры, коробка, лазер, корабль. Все, пошли мортиры, пошли мортиры. Ополченцы немного не оценили. На имперце действительно легенда. Просто. Пусть снаряды там летают. Китаец XLS. Его противник тоже азиат. Альберик в себя верит. Как там молотят просто артиллерия. Он сейчас садиться будет. Так, пошла задувка Манана. Сейчас будет лазер. Нет, лазера не будет. А можно было на халяву просто лазером сжечь Альберика. Опачки, зажим! Имперский зажим кораблями. Собираемся толпой. А коробка-то стоит имперская. На мортиру... бретонцы идут, несмотря на потери, под обстрелом, потому что мортиры корявые. Ух ты! А лучники-то накидали. Это бретонские лучники с огненными стрелами. Поперли бафы. Коробка все еще стоит. Как же уничтожаются мортиры. Как же мажут мортиры. Жалко, что лазер не был включен. Куда с мортир стрелял, что луки фуловые. Не туда. Лазер будет? Пошел лазер. Только главное не в корабль. Пригнитесь там на корабле. Закройте глаза. Ой, как больно. Видите, крестьяне раздают. Крестьяне просто раздают стиль. А здесь пошел хил сразу же. Опачки, Бьюна передает привет рыцарям королевства. Попытка прорваться, нужно закрывать коробку назад. Корабль жив. Почти. Корабль взорван. Альберик на развороте, на хиле. Вот надо было, первый лазер был бы, сразу все было бы очень круто. Где жрец? Жрец не отпел корабль, и в итоге он был взорван. Вот и все. Надо было заранее отпеть. Тогда бы он не боялся смерти. Победа бретонская. (1-0) в пользу Бретонии. 3000. 3000. Лучники выиграли игру. И Альберик просто захавал корабль. Альберик не поделился кораблем со своими рыцарями. Ой, скавины. Как много кавы. Как много стрелков.
Жесть. Ну, поперли. Как мощны его билдища. Еще скинул другого XLS. Посмотрим, да. Перекресток. На перекрестке встретились. Вот они, реально игры за оком ужаса. Люди с пингом 400 встретились. Так они еще в одном игровом клубе рядом сидели. Там драка потом продолжилась. После игры этой. В жизни. А разве можно больше 4 одинаковых? Да, 5 можно. Кто за эльфа играет? Инкогнито. Это сюрприз. Как тайный Санта, только тайный Архан. Ты пока не знаешь, их ники скрыты. Тайный гость турнира, да. Мистер Икс. Так, дряды идут кайфовать. Пацаны, дряды идут кайфовать, правильно. Что может пойти не так? Они атакуют зеленым, а зеленый это лес. Он не может отравить дряд. Опачки, яма. Для того, чтобы пробить фронтлайн. Огры хорошо обороняются. Джизайлы обстреливают каву стрелков. Хотя самая вкусная для них кава, вот она. Самое важное, ну или вот она. Пошел прорыв. Пошел прорыв. Огры бегут как могут. Огры не успевают. Дерево выросло, но его быстро срубили. Ну как больно крысоограм. 13-е заклятие. Очень болезненное для эльфийской кавалерии, потому что брони нет. О нет, они поймали зеленухи. Ну, Скавен просто стоял и затащил. Джизайлы еще живы, зеленуха еще жива. Эльф умер. Эльф убился. Ну куда ты, эльф? Тебя полоска сейчас задушит. О, лучники были. Были лучники? Все, GG. GG-га. По факту тут должна была, ну с этим билдом, даже не знаю, должна была Дрича бежать вперед с призывом. Чтобы на Джизайлов сбросить дриад. Должны были лучники подкрасться, подрастрелять, попытаться вот Джизайлов. Только потом что-то делать. Дриады до кавы в бой вообще не должны были вступать. Вуды проиграли. Это что, первый раз, когда Вуды проиграли? Да не думаю. Лучников один отряд. А Джизайлов всего 2 пака. Дальше надо что-то думать. Вот еще Вуды. В этот раз Дуртыч. Это будет коробка. Это будет дутая коробка на сестрах Терновника. А тут на кабанах, короче, пацаны. 8 паков кабанов. 8 паков кабанов, а тут одни копья. Произошло что-то неприятное, что-то непредвиденное.
Не, ну кабаны не кринж, кабаны сильные. Просто их не так и уж легко реализовать. Они медленные, ими надо контролить и расчарживать хорошо. А, ну тут вон. Ого-го, ого-го. Ладно. Ой, хорошо. Не, ну карающий всплеск, но норм тело. Другое дело, что это вуды и базовая дисциплина 80. То есть ты их, конечно, просадишь, но они не побегут ни хера. Вот, они скажут, пошел-ка ты нахер. Пошёл-ка ты нахер, скажет тебе, друг мой. Это за 5 он так втащил? Это даже не усиленный? 30 моделек убил? Ты чё, обалдел вообще? Это что за ужас? Это кто? Пиздец! Какой кошмар. Шмаляет адски просто. Адски шмаляет. Опачки, ага. Терпильный эльф. Но у него билд коробка, что ему еще делать? Вот работяги пошли перестреливать. Перестрелять здесь очень важно, потому что можно будет потом дуртху расстрелять. Что очень важно, конечно. Потому что дуртху тут будет раздавать стиля. Пехоты здесь почти нет, драться нечем. Противник станет сильной коробкой, такой плотной. Наказать ты сможешь за плотность только раскруткой, которой нет, кстати. А тут грибы. Не, ну хотя ветров будет ветра копить, будет стрелять. Пошел фидить кавой. Ну, немножечко за фидон. Небольшой. Чё за шипастый щит? Это сестер терновника. Кстати, очень сильная вещь сейчас, которая позволяет Стражу Полян с кабанами разменяться очень сильно. Опачки, призванная мантикора. Сюрприз. Ох, почти удалось. Зажал! Зажал сестер, но это биг мув. Хотя еще больше биг мув это то, что сестры здесь терновника оказались. Это очень страшный биг мув. Но тут меч Дайта передает привет сразу. Ответный биг мув от Дуртху, который просто всех спелами залил и напугал. Не хватает мощей.
О, Вакхыга. Шипастый щит. Кстати, сколько они набили? Вот 500 слабенько. Вот они должны дурту поливать. Вот эти чуваки. У них бронебойка. Они просто должны ему в лицо наливать. Как будто бы. Эти ждут. Эльф держится. Эльф дутый держится. Чем бить дутого эльфа? Хер можно забить на дурт. Не, ну у этих есть патроны, которые на халяву дуртку пробьют. Тут-то не так уж много набито вэлью этими патронами. Они будут 100 лет щиты пробивать. А вот на дуртху это повлияет и на полосочку. Продавило бы. Представляешь, как бы продавило эту дуртовскую полосочку. Залп бронебойки. Хватало сеткой гоблин-лорд с грибами. Ясно, это правилами запрещено. Да? Потому что это направляемая сетка. Ифи прав. Поздно уже. О, собираемся толпой под дуртху, чтобы дуртху немного вэлью набил. А полоска давит. А полоска давит. Сетка вдутого. Осталось чуть-чуть. Сопли в никуда. Но, походу, безымянный противник побеждает. Да, Дутова действительно расстреляли. Внучек. Расстреляли. Сильно-сильно. Лучники, смотрите, сколько набили. Рульбрейк пишет. Все, отменяем. Мы нашли рулбрейк. Главный водитель с рулем. Это танцы такие. В 8-й группе даже админов нет. Там вообще челы сыграют кто как хочет. Ну, Гоблин сильно накидал, конечно. Сильно накидал. Нападал. Я забыл, где там Блек сыграет. Уже забыл, в какой он группе. Почему я его в 7-й не нашел? А теперь нашел. Сначала не нашел, потом нашел. Да, 7-я. А мне кажется, я его не видел даже здесь. 7-я группа.
R3. А, ну логично, я даже этого ника не видел. Нету реплея Блэкса в 7 группе. А, Эндрю предлагал еще реплей. Еще один XLS. Давайте. Excel файлы мне скидывает. Нету реплеев Блэкса. Админ 7 группы не прикладывает нам реплей. Все, там всего 5 реплеев. Нас ненавидят. Нас, меня. Да, спасибо, Эндрю. Или Андреев. Ты кто, Эндрю или Андреев? Белуга против Ксяо Пудинга. Ты все сразу, нормально. 3 пака Чоузенов. Так, ну там выиграл кто? Там выиграл, вы помните? 2-1. Выиграл неизвестный, я поэтому счет не поменял. Рулбрейком. Рулбрейком выиграл, поэтому я счет не поменял. Итак, мощь через Чоузенов. Гизле. Поцелуй и мороз. Чем бить броню? Например, малышом Громом. Но малыш Гром, конечно, жрет вкусных работяг. Змеючек. Уже 2 модельки убил. А, я думал, промазал. И здесь модель. Ну, малыш Гром кайфует. Ну, кайфует. Да не, Кислев нормально набрал. Чему шляпа? Вон как работает. Малыш Гром здесь вообще ужас просто творит. Это вопрос к Сланешу, наверное. Ну, Chosen и Сланеш не особо работают в наступлении, как будто бы. Их задача стоять, впитывать. Ой, сейчас Гром будет кайфово накидывать. Хавают крылатых гусаров, призывается хранитель. Сбиваем фурий. Нет, не сбиваем. Сбиваем, но не сбиваем. А вкуснее было бы, наверное, какую-то каву развалить. Произошел небольшой прорыв. Вот, в горбину. По своим, по-моему, попал, да? Малыш Гром, красава. Опять ему кто-то денег должен был. Малыш Гром разворачивается. Разворот на запад. Вот она, плюмба летит. Тут и свои были, но это не надо попадаться. Да, как он своих пробил. Ё-моё. Вот бедолаги. Вот бедолаги. Ой-ой. Хотел в замедленном посмотреть. Тут почти убита Стража Блаженства. Набрала 200 вэлью. Очень сильно, конечно. Очень сильно.
Гром Закарабчин. Конечно, его в честь толстого гоблина назвали. Конечно, Закарабчин. Если батя жрет троллей и все подряд, и воюет за зеленокожих против дворфов, то малыш-то чё? Нет. Полоска давит. Полоска давит Сланеша. Ну, Чоузены стоят. Чоузены все живы. Они в истерическом угаре. Пьяный истерический угар. Так тут еще высший чародей на Змеюгича. Он все еще цел. О, в этот раз не промажет, наверное. Сейчас посмотрим. Пацаны, не мажем. Прокатим на ядре. Ну, почти не промазали тут. Хорошо вошло. В Чоузенов-то. Здесь он моделик сдул. Ох, как же он сносит. Как же он сносит. Но то, что Сланышит ничего не делает с громом, это, конечно, весело. Скорость 35. Ну окей, пусть гром всех перестреляет в целом. Чё бы нет. Бедолага куда-то ворвался не туда. Его продамажили смертельным морозом. Вызвало 911, ответил гром. Опачки, фурики. $2666 value. Грома хаваю. Ты что, отдашь грома? Ты что? Отдашь грома? Отдал грома. Точка, кстати, недавно стала захвачена, но какие тут шансы у Сланеш? Вообще есть, если Кислевид затупит и сольет командиршу, например. Алибарды с бронебойкой, что очень хорошо для этой стадии, потому что брони тут дохера. И Кислев победил. Ой, да, Кислев победил. Прошу прощения. Но тут был Зафидон. На Чозанов я гнал, а они вон всю работу делали. Но тут понятно, кто герой. А Гринч, по-моему, скидывал реплей, мы даже смотрели. Белуга на демон. Вот сегодня что за день демонов? Так. Скавин с пушкой.
А белуга это что, тоже азиат? They say we are mad. But it is merely the Якутский. absence of sanity. Это крупнейшая пресноводная рыба. Понял. Она огромная, 18-метровая. Ростом 18 метров. Ходит по колено ей реки. И с прессом еще. Для рыбы действительно неплохо играет. И в Рыбинске не водятся. Это рыба, которую Хаям добавили в Last DLC. Это то микробелуга, да. Правильно говорить белыга. Рыбан-белыга. Главное, что засада в деле, ребята. Главная засада работает. Скавин выходит слишком далеко. Его могут наказать. Засада пошла. Пошло наказание. О нет! Они здесь, он аж ошибся. Сразу пошло 13-е заклятие. Немножечко кривовато. Оно не задержит. Но, по сути, забайтил на спел на хороший. Правда, тут бедолаги решили полечь. Геральт Зинча, металлист. Уже накопил кучу ветров. Пора давать трансмут. Сколько там процентов? 100? Ну, короче, лорда Скавина можно быстро пробить. 2 трансмутки. Сразу даешь первую. Конечно, трансмут не улучшенный. Но что делать? Пошел трансмут. Не, ну лорд действительно борзый, очень борзый, максимально борзый. Итак, его начали тушить трансмутацией. Ветра регенятся, будет 2-я трансмутка. Ну, конечно, просадил он его не настолько, чтобы трансмутку следующую кинуть, но здесь пропущен прорыв искателей прям в центр скавинской коробки, которые сейчас носятся и хавают все, что можно. Пушки стреляют в упор прям в коньков. Коньки передумали даже добивать пушки. Они решили, что огры страшнее. Действительно, что делают эти пушки, которые стреляют в упор? Всего лишь высекают модельки. Ничего не получается. А пушки почти окупились. А это вообще небывалый успех. Этим пушкам поставят памятники. Сейчас будет еще одна трансмутка. Транш трансмутки. Шторм крысы на пушках. Шторм крысы на опушке. Трансмут. Останется косарик. Ой, еще по пушке влетело. Ладно, не прям чтобы влетело, но влетело. Ладно, не косарик, 1,5 косарик. Нормально. Нормально пробито. Нурглинги придут. Как говорил известный чемпион, это победил не ты, это победили нурглинги. Знаете такую цитату? Вот сейчас нурглинги и победят.
Мощно билды напиздили отовсюду. Да ладно, нормально все, корабли. Сейчас пока китайцы копируют, а потом сделают лучше. Так, только я неправильно... Игроки местами поменялись, что ли? А нет, все нормально. Счет 2-0, правильно? А нахуй здесь третий реплей? Скажите мне. Только вот этот вопрос. 1-1. А, в первый. Подождите, как? Как 1-1? Слонышит проиграл. Зенчит проиграл. Нет? И они третью сыграли. Бля, реально мощная группа. Ладно. Может, это баг реплея? Может быть, кстати. Ладно. Хуячим дальше. Действительно, это... Мир Дзинча. Это вообще не игры ЧМа. А мне уже скидывают, да, чисто заскамить меня. Итак, Катай против зверолюдов. Играют, видимо, Best of 5. Скорее всего, это вторая игра. То есть сейчас Белуга победит. Если алхимик догадался, Белуга победит. Краблин в шоке, что тут хорошие билды. Верим в победу зверолюда, ребята. Сейчас будет победа на зверолюдовых. Сейчас будет. Ух ты. Как хорошо пыхает Химера. Вот она, на кабанах. Ну ладно, на кабанах что-то победы нет. Как Бесту побеждать без двух горгонов? Не знаю. Есть Химера. Тут барабан. Тут капец усиление в этой коробке. Крестьяне. 81 дисциплины, пацаны. 35 защиты, крестьяне. Доспех себе даже разогнали. Как же здесь работает. Это сумасшедшая 109 дисциплины. Он врубил плюс доспехи. Стоим. Зверолюд не готов. Зверолюд не готов к крестьянину в броне.
Сейчас Малагор набьет value. Малагорыга всех сгноит. Точка захватывается. У зверолюда уже все отлетело просто от коробки. Давай сюда, сюда. Спел, спел, спел. Что за хуйня? Засосало, Black Hole. Black Hole. Посмотрите, он еще колесо. Это катайское колесо. Это катайское колесо. Что за хуйня? И, конечно же, туда влетает стая. Ебанумба. Вот это мув. Вот это биг мув. Не разло. Опять пошел. Ты гонишь, что ли, чел? Ты куда? Что за, блядь, что за хуйня? Бля, какой ужас. Она центрифуга закрутила. Не, ну Малагор нормально нафармил. Теперь можно что-то сделать. Мяуинь только убить здесь и все. По факту. Похер на копейщиков. Надо выбить Мяуинь ему. Стрелков нет, чтобы защитить Мяуинь. По идее, ее сейчас будут расстреливать, байтить. Пехоту вот зря сливает рано. Надо было просто... Да, в Химеру. Надо было просто ее расстрелять. Это не Мяуинь, а это Джаомин. Фу ты. А почему я думаю, что это Мяуинь? Это Джаомин. Да, конечно, брат-сестра не похожи. Поэтому он и проиграл. Это Таобао. Как он расставляет по клику коробку. Фрэнки, дружище. У этого катайца вообще не учись расставлению и перемещению коробки. Не стоит знать, ребята. Слишком опасный трюк. Эта коробка ненадежная, она схлопывается. Твоя коробка будет во всем идеально, но в ней будет только один небольшой изъян. А у Джао есть хил? Его сейчас расстреляют. Я думал только у Мяо. А, наручи. Угу. Да. Он уже просрал все. Еще с пилами мажет. Химера все пытается его добить. Малагор пытается добить Джаомина. Думая все еще, что это Мяуинь. Добиваем Химеру. Химера грызет барабан. Вращайте барабан. С кулака на Химеру. Работаем.
Ладно, уходим. Передумал. Челы просто как лежали, как в этих, в китайских играх жанра Мусоу. Вот так, одним взмахом копья 50 одинаковых моделек одинаково упали. Усиленными кидает. Он обосрался от химеры. Кстати, у малого Кагора есть спелл, который можно в толпу кинуть. А вот если бы на барабане кинул иммун к психологии, Джао Мин бы не убежал. Чержига влетает. Превращаемся в дракона. Срочно. О, ему очень больно, когда он превращается в дракона. Я не знаю, зачем он это делает. Вы слышите, как он орет? Это пиздец. Потому что дракон из него вылазит. Это ужас. Зачем вы заставляете его это делать? Он еще и впитал топоры. Краблинг, может быть, это баг действительно. $200 хп. Это наземный дракон. Дизель закончился. 18 хп. Умер от Малагора. От малокровия умер. Малохольный дракон умер. Главное, что барабанщик не сдается. Барабаны стоят. Злим зверолюдов. Барабаним. Барабаним им под окнам. Не хотите барабанщика закидать, пацаны? Не хотите барабанщика закидать? Мужики. Мужики. Они вообще не видят. Где этот барабанщик? Ебучий. Не видно его. Барабаним, мужики. О, он переключил. Он переключил, Краблин. Он переключил. Барабаним, мужики. Барабаныга 100 хп. Он способен стоять ровно даже под уклоном. Посмотрите, чел. Его прибили ногами, просто прибили ногами, блядь, и не отпускают. Его освободили, наконец-то. Улетел. Написано, что победил Катай. Не, ну походу сломался реплей. Мы, короче, посмотрели сломанный реплей, судя по всему, в этот раз. Хуй знает, где кто победил. Ну, либо 3-0. Вот кто реально победил 3-0. А игра предупреждала. В более ранней.
Ну, кто обновился на новую версию, можете этот реплей себе забрать и посмотреть. Ты же уже Краблинг на новой версии, наверное. Так, а что, есть еще что-то в третьем раунде интересное? Или мы тоже патч накатываем и уже смотрим четвертый? Или кто-нибудь четвертый вообще сыграл? А где Миррор Дворфов? Давай сюда. А четвертый никто и не сыграл. Ажика открывай. А, он же мне писал, что еще один Миррор Дворфов был сыгран. Я забыл. Ага. Бляха, надо было короче. Надо было надо было патч накатить и реплей булдыги открыть. Чтобы его разъебало. И комментить, что булдыга вообще хуйню делают пивную. А Краблинга, тебе надо было каст такой сделать. Вот это была бы вообще имба. Вот это, я тебе говорю, вот это контент. Пацаны, сейчас прыгаем, короче, на новый патч и смотрим заново, выиграл ли булдыга. Ладно, пока смотрим Ажика против Дворфа Хауса. Так. За Двор Хаоса стреляю в упор. Чё смеемся? Что смеемся? А, ты пропустил? Краблинг. Главное, Норска в лесу, да. Коробка Двор Хаоса. Отвернулся. Я тебе говорю, тебе надо было накатить новый патч и открыть репки булдыги с прошлого патча и их закастить. Вот посмотрите, какой чарж. Коронный, просто всех убило. Как же они же бурят. Вэлью мало, зато в 150 фрагов. Пацаны. Адские присягнувшие. Ну их топорами будут закидывать. Тут главное, что это лесные норскийцы. Как же он раскатал. На 170 value. Ну застряли работяги. Массы не хватило. Жизнь работника гоблина стоит 1 монетку. С лычками, да. Как раз сделано, специально повысили, чтобы стоило 1 монетку.
Нарскиц идет. Квадрат строится. О, смелый парень. А, кстати, в новом патче бафнули деда, да? Острогота же бафнули. Там что-то ему накинули. Или не ему? Или кому накинули там перегруз машины? Я забыл. Кому? Кому-то что-то накинули. Короче. Фармим фраги, ребята. Фармим фраги. Вот это вкусно. Кораблик в присягнувших. Ну, то, что волчары вырываются в воинов гномов хаоса, это, конечно, безумие. Бесполезный шмот поменяли. Ничего себе, дед тут пытается наказать. Наказать и доказать. Наштормил. Тут уже изи победа для Ажика. Мы чуть-чуть ускорим, потому что хочется же Dwarf Mirror посмотреть. Хотя, там Этина, конечно... Этина, конечно, нормально воюет. Ну все, все. Дед, успокойся, дед. Как дед до сюда дошел от коробки? Это, конечно, в себя верит вообще невероятно. Так он еще и выживет, что ли? Что за прикол? Нет, его догнали. Так дед выжил. Просто что? Что? Он выжил? Ну, нормально. Дед тащил за всех. Там какие-нибудь горы были, оказывается. Так, а теперь серьезные игры начинаются. О, Феликс. Ангрим и Гарагарим. И фальшивый лже-Гарагарим. Феликса заскамили. Это лже-Готрик. Феликс вообще дворфов не отличает, короче. В таверне проснулся, за первым дворфом слеером пьяным вышел. Мир дворфов, громобой. Тут торпеды, без железных ящеров пацаны играют. Без отрядов слееров. Как будто неизвестна железобетонная база слеерская. Торпеды расстреливают самых слабых гномьих воинов. Правильно. Правильно. Как без Слеер? Слееры это же... Ну, от чего? Это как слэмер. На ултуатских вечеринках слэмятся, на дворфийских слеятся. Как дискач в 90-х в ПГТ. Собираются, там происходит слейнг. От этого и слееры. Тут поймали бедного лорда. Гарагарим тоже убегает на всякий пожарный. Пушка. Я как будто смотрю Миррор дворфов времен второй Вахи. Во второй Скавен проиграл. Раскрыл тайну кривого патча. То есть это пацаны нормально играли. Может в первый
И Гром не так поубивал много. И там вообще все нормально было. Ух ты, как напихали Гарагариму с ружей-то. Феликс пропустил удар секиры. Хорошо. Наброшено взрыв. Пора взрывать, пора бомбить. Бомбини вперед. А, мстители есть. Ну, кто взял убийц великанов, тот и победил. Все очевидно. Потому что дворфы огромные. Тут нужны убийцы великанов. Хоть и лорда сейчас просрут. А, лорд сказал, умирать не буду и убежал. Я тут подыхать не собираюсь. Так Ажик еще что, проигрывает Миррор Дворфов? Удумал проигрывать Миррор... А, пришли убийцы великанов. Я говорю, они сейчас всех накажут. Уже 132 value, ребята. Это на победу. То, что можно сбить, вот. О! Наконец-то. Они увидели, что летает вверху. А что это там летает? Это что, не наш? Все, прогнали сразу. Дикие бомберы только ружьями прогонять. Потому что есть бомберы, которых дворфы приручили, которые в целом не агрессивные и позволяют дворфам на себе ездить, а есть дикие бомберы, неперерученные, которые из гор там слетают, начинают шмалять по всем. Вот, и их только ружьями прогонять. Да, громобои остались на лейт, чтобы умереть. Нужен квадратный строй для поворотов. Опа, дикие бомберы опять. Опять возвращаются. Чтобы отложить кладку. Отложить яйца. В дворфов. Нет. Все, теперь из дворфов вывалятся гирокоптеры, вылупятся. Заглянул в дворфа, думаешь, кто это на тебя там вылупился? А это гиробомбер. Да, действительно, на удивление близкая игра. Непонятно, как Ажик тут нафидонил вообще. Просто адски нафидонил. Работаем, мужики. Убийцы великанов еще живы целы. Уже 400 value набиты. И то это только на левой руке набито. А правая еще в бой не вступала. А, тут железоломы были. Последний бросок топоров. В щиты. Ну ладно. И убегаем. Убийцы великанов должны в железоломов влететь, конечно. Тут добиваем последних торпедчиков. В смысле, они никого не убили из них? Стоит три чела с торпедами на 0 морали. Ладно, они не убегали, они просто передумали стрелять. Они просто передумали стрелять.
Носили ружей. Как же отец с сыном мансят. Где бомберы? Вот бомберы. Стреляют с расстояния, чтобы не попадать. Ураган смерти. На закруточке работаем. Феликс бесчестно зарубил Гарагарима. Зарубили Готрика. Срочно кто-нибудь наденьте. Возьмите его топор, нам нужен новый Готрик. Ой, Готрик. Ангрим, прошу прощения. Это я от лица Феликса говорил. Он перепутал. Умер Ангрим, мораль просела у всех. Опять снова отложили кладку. А тут еще один раз можно было бы отложить. Все Гарагаримы сдохли. Пушка. Где-то внутри спрятался Дворф, который не отступает. Ну, преимущество при наличии громобоев, очевидно, у Ажика. Какая логика убийц великанов брать? Они несокрушимы и могут бесконечно бегать за стрелками. Ну, как и мстители обычные. Джужумба. Слэмеры победили. 2-0. В чате лучше ответили. А кто в чате ответил? Быстрый бронебойный урон имеет плюс атаки дофига. Нет! Они нужны, чтобы бегать за стрелками. Так, сейчас я качаю патч новый. Мы посмотрим игру Булдыги в новом патче. Выхожу из автономного режима. На игле Булдыги, ну что поделать. Чат завис и умер. Так, новый патчик. Открываем. Только надо клисановский мод включить сейчас. А моды не дает. Да иди ты нахрен. Патч быстро скачался, а мода не дает мне ничего запустить. Свиныга. Helper UI. Сюда. Итак, теперь пересматриваем нормально реплей Булдыги, чтобы проверить на rule break. Сейчас проверим. Сейчас проверим, подтасовано было или нет. Итак, версия игры Булдыги Окейна на новом патче.
Что же будет здесь? Насколько отличается Сильныга? Смотрим за Сильныгой. Пока смотрим. Также остановлены типы. Типы остановлены. Тут пока ничего не поменялось. Кораблик также пробил. А может, сейчас с ума сойдет. Сильныга стал быстрее. Он стал быстрее контролить, да. Надо промотать побыстрее. Сейчас увидим. Правда или неправда. Трансмутка точно так же копится. Вульфрик точно так же поверил в себя и сдох потом. С позором. Тут ничего не поменялось у Булдыги. Он убежал в другую сторону и просто сдох на месте. Вот как все было. А Кейн не пропускал. Не отпускал Вульфрика. Сразу минус мораль. Правда, тут Окейн уже все в Элье попросрал. Уже просто никого не осталось. Да, бесчестный патч. Лучше бы Окейн на Норске был. Ноль фана. Почему Булдыга стал сильнее? Почему Буйдыга стал сильнее? Ну тут из-за интересного выжили отверженные. Или не выжили. Или не отверженные. Трансмутка. Не в Азазеля в этот раз. О, Булдыга на анскеле кинул трансмутку в никуда. И Азазель умер просто сам. Ну ладно. Ладно, Краблинг прав. Бесчестный Булдыга в патче выиграл еще сильнее. Да, лакер, просто лакер. Выиграл за счет патча. И что? И что это за чемпион? Если ему нужен такой абуз. Подождите, это что? В том реплее не было безумных поворотов? Который типа третий. Или все же был? Давайте посмотрим. Были? А ты уже посмотрел? Ладно. Ну все, я смотрю, в четвертой особо ничего не сыграли. Сейчас мы, может, посмотрим группы, да? Ничего же не вносили, еще четвертую. Во, давайте группы посмотрим. В итоге кто как сыграл. Погнали. Это группа номер 1. Так, здесь неизвестно. Стратгейм это мы смотрели. Варгот XMT Гаджира завалил. Дредзауэрен. Войд Бьорн проиграл. Блэкхью, который проиграл Гаджире.
Окей. Хуманбой проиграл какому-то рату. Короче, кто самый сильный? Стратгейм, Сир Тарквин, которого я еще ни разу не посмотрел. Вот он будет со Стратгеймом. Варгот, РТК Бюрт. Окей, окей. Вторая группа. Так. Царь тут победил, Влад Пингвин победил Сага. Таразин Интисити, это мы видели. Мясного Брэндона завалили. Турин проиграл Райдеру Рохана. Райдер оф Рофлан. Наш старый добрый. Ибупрофен. Надо его посмотреть будет. Что это, мы его даже не видели, он вон как идет. Диабальт идет 2-0, 1-2. А, я говорю, посмотри, в группе 2-то нету игр. Турина смотреть бандитского. Капитан Телус. Кто тут самый сильный? Блад Пингвин 3-0, Царь 3-0, Таразин 3-0. Некромастер, Эндохихи, Райдер Орион, Турин, Ибупрофен, Сак. Ну тут, короче, за очень много людей за выход. Кстати, какой у нас следующий раунд? Царь Пингвин, Ибупрофен Минбрэндон, Диабальт Орион, Интисити Хехе, Сак Турин. Ну сейчас подкрутка. Короче, продолжаем раунды, пока Интисити не выйдет. Группа 3. Это где Карадок, да? ОДМ ТГО. Нургал, который выиграл Слейд Икса. Слейд Икс во втором раунде даже не участвовал. Просто прошел так, на красоте. Эльдар Альфа. Пипак даже идет с 2 победами. Так, Карадок, ОДМ Треч. Треч прошел Рад Адлера. Ага, вот это будет интересно. РТК Эш против ОДМ ТГО. Где репки Берса? Нету ни одной репки Берса. Ну тут сильно. Сильные пацаны впереди. Верим в Карадока. Верим в выход с первого места. Кодекс, который выиграл Берсерка из РАП. Блин, надо было его посмотреть, ладно. Том Бомбадил мы смотрели. Биг Бис. Боумор обыграл Шидоку. Это 4-я группа, тоже пропащие реплеи. Так, Red Play Show. То, что Берсерк одну игру хотя бы у Кодекса не выиграл, с ним может сыграть злую шутку. Да, Боумор Шидоку. Ну, если бы у меня были реплеи, Тандервульф чуть-чуть оклемался. Эх, ладно, впереди Кодекс, Биг Би, Бис, Феникс, Боумор. Очень много пацанов с 2-1-0. Это конец 3-го этапа, ребята.
Так, Сенфиши. Солмер Назгул. Назгул шел 2-0, да? Другаш идет. Сипу 2-1 прошел. РС Рекс. РС Рекс как в одну игру отдал Другаш. Это вообще прикол. Католик прошел Гифи. Сайфос идет 3-0. Но после игры Сайфоса с Альфредина, конечно. Кому там Сайфос? Ладно. У Сойлмера серьезный противник. Ну, опытный. Я не знаю, сколько круче сейчас Католик, он опытный. Сенфиши. Вот здесь вообще движ. Альфредина Гифи. В тебя верим. Отомстишь за Краблинга. Гифи, тебя приглашает Булдыга на треню. Срочно. Срочно тренимся. Назгул, Ажик. Весело. Он там был не раз. Ну, видите, какой сильный стал. Знаменитая 6-я группа смерти. Акейн Булдыга. Удивительно. Я думал, они 2-1 сыграют. Чью-то пользу. Пегас и Вольфган BC. Блин, надо было посмотреть. Юм и Царикс. Этого реплея, по-моему, не было, кстати говоря. Так, Attack Speed Enjoyer. Мировой. Chosen One оправляется от поражения. Секси Бой тоже оправляется от поражения. Цегаш оправляется от поражения с Секси Бою. Тут нормально ребята друг другу понакидали. Так, Рафлан Булдыга, Attack Speed Enjoyer. Мировой против Лохи. Это наш трикстер Лохи. Цегаш Акейн. Навигатор Зимбард. Секси Бой Chosen One. Блин, тут очень много интересных матчей вообще. Мировой решил спросить за ник. Я состригу с него 2 ревки, будет плюс. Вот правильно. Владик Болгарка, как у него дела? Он просто не играет. Бесчестие. 7-я группа. Группа Краберика. Ну тут понятно. О, Краблинг Флауэр. Нормально, пошли серьезные дяди. Какой-то китаец. Против XLS The Wood. Персидский воин. Который с Блэксом. Которого реплея нету, к сожалению. Который 2-й раунд вообще пропустил, ему даже пара не выпала. Пивные сосочки. О, кстати, еще нормально идет. Так, Краблинг, Флауэр, The Wood, Перс, какой-то китаец, Фило. Морса надо... Морс вообще не скидывает реплей 7-й группы, понял. Так, 8-я группа. XLS Манту, китаец. Мистер Кротик. Джон ФБ. Тут вообще ники неизвестные. Гринч против... Китайцы? Нет, XMT Инкарс. Chosen, которому все еще там первая ничья не засчитана. Грустит и надеется выйти из группы. Так, китаец Инкарс. Но тут сейчас после этой игры
типы посыпятся, и в целом Чоузену надо просто не проигрывать следующую игру, потому что тут останется... Останется буквально 2 чела, или 1 с сухой статистикой. Вот такие дела, ребята. Главная 6-я группа. С серьезными пацанами. Не, ну Булдуге здесь прям вообще повезло. Имхо. Что не мировой. В чем проблема сыграть эту игру? Там чел снимается. И уже сыграть нельзя, она же сетку типа меняет. Но, с другой стороны, ему не повезло в 3-м раунде с противником. Был тяжелый. А мировой просто своего чела там переехал. Мировой за первую катку, за свою, получает везение сейчас. Потому что в начале пришлось с Чоузеном пободаться сразу. А Булдыга в начале против Владика Болгарки играл. Как бы. Булдыга не будет играть с Chosen One, потому что Chosen One проиграл свою игру. Булдыга будет с ним играть, если проиграет. Chosen One уже не претендует туда. Если Булдыга побеждает, то он будет играть либо с Юми, либо с мировым. Либо, если повезет, я не знаю, как распределяет, то Булдыгу может кинуть, типа... Ну, возможно, Лохи, конечно, подкачался и мирового потянет, но как будто бы тяжело будет. Вот. И победители этих пар друг с другом столкнутся, а Булдыга пойдет сюда, например, и опять с Акейном сыграет. Представляете, Акейн побеждает Сегажа, и Булдыгу опять сюда кидает. На реванш. Если Сексибой еще победит. Ну, мировой может передушить, потому что его стиль игры для Булдыги неудобный. Очень сильно неудобный. Мировой тяжелый противник для Бубана. Слишком олдовый душитель. На мировом сидит. Свинья на крабе сидит, дизморалит, блядь. Да ладно, Булдыга. Ты, главное, ты не дизмораль. Не, Булдыга, если ты пробьешь мирового, я тебе так скажу, то тебе дорога в призовые ЧМ. Вот так. Да, если ты пробьешь мирового. Кто фаворит? Я не могу сказать, кто фаворит, потому что я не знаю сцену западную сейчас. И у нас малая выборка игроков. То есть неясно, кто из бугров сейчас гига крут. Плюс еще есть китайцы. Типа сложно сказать. Да, и репки не дают. То есть это вообще капздец. В итоге не ясно. Непонятен уровень пацанов.
Самые показательные будут как раз вот этот 4-й раунд, 5-й, если он будет. Когда все с крупными очками уже друг с другом схлестнутся, где не будет переездов вот таких противника. Но там вот эти верха, это прям самый сок. Это самая крутая часть группы, которую хотелось бы увидеть, групповых боев. Тут, конечно, в третьих уже мясушка иногда подкидывают. Хотя вон в 6-й с 1-го раунда пошли пацаны херачиться насмерть. Что за Юми? А мы смотрели, по-моему, Юми. Но, к сожалению, его реплея в вашей группе... Вот тебе надо посмотреть, Булдыга, что за Юми. Который Царикс победил. Вот кто такой этот Юми? А может, вот он Ями? Там 2 Юми. Сука, скам. Юми с троеточиями и Юми без троеточий. Их. Троеточий. Так, ребятки, на сегодня-то заканчиваем. Копятся репки 4-го раунда, там смотрим. Ну, видимо, вряд ли завтра что-то накопится. Не знаю. Может, в ПН посмотрим. С вами вечерком. Вечерком. Да-да, на сегодня я буду заканчивать. Вам спасибо за просмотр. За донат спасибо Алексей Ильинков и Нейрослопыга. Ссылочка в описании, Дискорд, Телега, ВК, там анонсы. Всем пока.